Здравствуйте, дорогие весы! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш астрологический прогноз на февраль 2025 года. Заранее проговорю о том, что я не буду учитывать новолуние и полнолуние, я постараюсь записать отдельное видео на эту тему. Поэтому скорее наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! 4 февраля планета Венера, планета любви, переходит в ваш седьмой дом гороскопа. А седьмой дом символизирует у нас брак, отношения, партнера и партнерство. Поэтому, дорогие мои весы, если вы одиноки, после 4 февраля у вас предоставится какая-то возможность с кем-то познакомиться, нормализовать свою личную жизнь, наконец-то встретить своего суженого ряженого, грубо говоря, потому что Венера предоставит вам какие-то возможности, какие-то знакомства, либо вас позовут на свидание, либо какой-то поклонник или поклонница у вас появится. Поэтому просто не сидите на месте, не сидите дома, дорогие весы. Если вы хотите познакомиться, если вы хотите изменить свою жизнь, то вперед из песни, как говорится. Венера предоставит вам возможность влюбиться или с кем-то начать встречаться. Если вы в отношениях, в браке, то Венера в седьмом доме гороскопа, да еще в знаке зодиака Овен, в котором она будет, это страсть, это пылкость, это чувства, которые будут в вас разгораться после 4 февраля. Возможно, вы захотите вместе со своим партнером больше проводить времени или куда-то уехать вдвоем, или какие-то романтические, не знаю, вечера будете организовывать, только чтобы побыть вместе побольше. Вот Венера может предоставить вам такую возможность. Еще Венера символизирует у нас деньги, финансы, дорогие мои, поэтому, может быть, от партнера вам достанутся какие-то деньги. Может быть, вы сейчас в разводе будете получать алименты. Или, может быть, вы будете вкладывать, наоборот, деньги во что-то красивое. Это могут быть драгоценности, это могут быть какие-то вещи. Может быть, вы захотите себе приобрести, потому что седьмой дом символизирует у нас красоту, эстетику. Или будете тратить деньги на какие-то мероприятия, какие-то концерты, может быть, пойдете и будете покупать билет. И еще Венера, опять же, да, может и принести деньги, как я уже сказал, и это могут быть деньги по сотрудничеству. Может быть, вы с кем-то состоите в каком-то бизнесе и придут какие-то дивиденды, какие-то проценты. Или вам подарят деньги. Тоже вполне возможно, Венера еще дарит деньги. Еще эта планета символизирует уют, поэтому, может быть, вы захотите действительно куда-то уехать, в какие-то красивые места. Может быть, вы будете планировать отпуск, или прям куда-то душа вас потянет. Вот Венера, она прям вот, как будто, знаете, у вас зажжется какое-то желание что-то посетить, что-то красивое. Я желаю вам удачи, дорогие мои. В этот же день, 4 февраля, планета Юпитер разворачивается, она была ретроградная, становится прямой. Это планета в вашем 9 доме гороскопа. Опять, дорогие мои, путешествия, поездки. Вот как у вас все вот начинается месяц с каких-то путешествий далеких стран, каких-то городов. Может быть, вы будете действительно покупать себе путевку какую-то или планировать какую-то поездку далекую. Юпитер предоставит вам возможности поехать в путешествие. Поэтому здесь, дорогие весы, если вы запланируете, то все должно пойти прям хорошо, как по маслу, как говорится. Еще 9 дом символизирует у нас обучение, изучение всего нового, высшее образование, философию. Вы можете поступить куда-то на обучение после 4 февраля. Может быть, курсы какие-то будете приобретать, повышать квалификацию, может быть, хотели, или уже в процессе. Вот Юпитер предоставит вам возможности, наконец-то, вот дополнить свои знания, какие-то пробелы, может быть, у вас есть, и Юпитер предоставит возможности вот именно выучить что-то, то, что останется с вами надолго. Эти знания останутся надолго. Еще Юпитер в знаке зодиака Близнецы, он дарит новый круг общения, новых друзей. Поэтому, дорогие весы, после 4 февраля у вас расширится круг связей, больше контактов у вас станет. Еще Юпитер приносит успех в сфере, в которую он попадает в 9 доме гороскопа, а это все, что связано с учительством, с репетиторством. Может быть, вы кого-то чему-то учите, и больше клиентов у вас будет. Или вы станете очень популярны в других странах, к примеру. Это тоже Юпитер. 14 февраля Меркурий переходит в ваш 6-й дом гороскопа. Планета Меркурий будет в знаке зодиака Рыбы, а это
внутренний мир, это психология, а шестой дом символизирует у нас здоровье, поэтому после 14 февраля вот берегите ментальное здоровье, дорогие весы, меньше переживайте, меньше старайтесь на что-то реагировать. Это хорошее время для того, чтобы посещать психологов или учиться на психолога, потому что Меркурий это еще обучение. Или брать какие-то курсы просто для общего развития. Или если вы уже психолог, то, возможно, вы будете помогать больше людям. Меркурий это звонки, это переписки, это встречи, переговоры, может быть, больше клиентов у вас станет. Или люди к вам потянутся за советом после 14 февраля, потому что у вас есть какой-то багаж знаний уже. Но все равно, повторюсь, Меркурий в рыбах – это погружение в мысли в свои. Шестой дом символизирует у нас еще обязанности, прямые обязанности на работе, поэтому вы можете сомневаться в себе, справлюсь я с этой обязанностью или нет, смогу ли я выйти на подработку или нет, переведут меня в отдел в другой или не переведут. То есть будут какие-то мысли касательно работы, касательно ваших обязанностей. Может быть, вы даже будете анализировать свою бывшую работу и нынешнюю. Может быть, кто-то из вас захочет вернуться на прошлую работу. Еще, возможно, также у нас посещать могут иллюзии какие-то, знаете, фантазии. Меркурий в рыбах – это куда-то полет за пределы, так сказать, досягаемости. А шестой дом опять это вот работа. Может быть, вы будете мечтать о какой-то работе, о какой-то должности. Более так усиленно мечтать, можно сказать. А еще шестой дом – это ремонтные работы. Может быть, вы будете думать о ремонте, может быть, вы захотите что-то поменять в доме после 14 февраля, что-то обновить. И еще раз вернусь к здоровью, к теме здоровья. Шестой дом символизирует здоровье. Может быть, вы пойдете на консультации какие-то к врачам или будете сдавать анализы после 14 февраля, чтобы вот понять, что происходит с организмом. Это, кстати, хороший период для этого. 18 февраля Солнце в этот же дом входит, ваш шестой дом гороскопа. А Солнце – это энергия, поэтому у вас появится какой-то стимул, как будто желание новое зажжется. Либо действительно вы возьмете за ремонт и закончите его, или начнете. Или вы захотите выйти на новую работу. Может быть, вы долго не могли найти что-то, и вот солнышко вам как будто засветит, знаете, сферу, в которую вы можете пойти, или которая вас заинтересует. Или вы захотите вообще уволиться и пойти, знаете, на себя работать. Может и так проиграться солнышко. Но в любом случае фокус будет на здоровье после 18 февраля, на лечении, на обязанностях и на ремонтных каких-то работах. Еще шестой дом символизирует домашних животных. Вы можете захотеть взять кошку или собаку. Потрясающе, замечательно, дорогие мои. Еще Солнце символизирует у нас помощь другим людям. Поэтому, может быть, вы врач, вы будете кого-то лечить или кому-то давать консультацию. Или вы будете помогать в ремонтных работах кому-то. Вот так может проиграться солнышко. Ну и 24 февраля планета Марс разворачивается. Она была ретроградной, становится прямой. В директном состоянии будет Марс в вашем 10-м доме гороскопа. 10-й дом – это профессия. Это ваше призвание. Вот смотрите, как плавненько, да, переходит. Начало месяца у вас денежное, потом, значит, личные отношения, и уже с середины февраля плавненько переходите в работу. Вот обязанности сначала, а потом уже профессия, потом уже карьерный рост. 10-й дом – это карьерный рост. Это какая-то должность уже такая повыше. Поэтому Марс может вас спровоцировать на карьерный рост. Может быть, вы захотите действительно повышения. Вы, может быть, будете общаться на эту тему после 24 февраля с начальством. Или вы уже как руководитель, может быть, вы захотите, не знаю, может быть, перевестись в другой отдел или открыть свою компанию, стать руководителем своей собственной компании. Может так проиграться Марс. Еще 10-й дом – это отец, это отчим, это человек мужского пола в вашей семье, родственник именно. Поэтому, может быть, вы будете с родственниками что-то решать касательно работы после 24 февраля. Может, вас родственники куда-то позовут, или вы позовете родственника куда-то. Может быть, к себе на работу будете брать. Но одновременно с этим еще Марс – это конфликты. Это, знаете, отстаивание своей позиции. Может быть, вы будете на работе отстаивать себя. Может быть, какие-то обязанности на вас будут возлагаться, но вы скажете: нет, 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 с этим я не работаю, это меня не касается.
и будет какое-то недопонимание с начальством, возможно. Тоже будьте, пожалуйста, поаккуратнее. Еще 10-й дом символизирует у нас официальные документы. Это лицензии, сертификаты, дипломы. Может быть, вы захотите действительно повысить квалификацию или обучиться чему-то новому, чтобы у вас был диплом, и чтобы вы могли поменять сферу деятельности. Или на работе, для того, чтобы вырасти, нужно какое-то другое образование, вы об этом задумаетесь. И еще, что хочется сказать по поводу Марса. Марс будет в знаке зодиака Рак, а это забота. Может быть, вы будете заботиться как раз об отце, или о брате, или о дедушке, вот о ком-то мужского пола в вашей семье. Как-то, может быть, защищать будете, может быть, у вас дедушка уже такой пожилой, что вы вот будете его оберегать, стараться, чтобы он поменьше нервничал. Может быть, так проиграется Марс. И Марс — это еще творческая энергия. Вот, может быть, кто-то из вас, дорогие весы, задумывается о творческой профессии. Или о том, что благодаря творчеству вы можете заработать. Или вы сейчас работаете в творческих проектах, и у вас, знаете, как будто сила придет новая, какие-то идеи творческие могут прийти, и вы можете решить творческие задачи по-другому. Может быть, сценарии вы пишете, и как-то вот какие-то идеи придут вам новые. Тоже вполне возможно. Но в любом случае, я желаю вам только удачи. Дорогие весы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и делиться этим видео с другими весами в вашем окружении. Мне остается добавить только одно: пожелать каждому из вас крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя. Никогда не опускайте рук, что бы ни произошло. Идите вперед. И всегда верьте в себя. Это очень, очень важно. Увидимся совсем скоро. До свидания.